Всем привет! Сегодня готовим тончайшие листки теста для азиатских роллов – вьетнамских, японских, китайских, корейских. Эти тончайшие листки теста, в которые заворачивается начинка из мяса, морепродуктов и любые другие варианты начинок. Это могут быть и овощные, все что угодно. Их обжаривают до хрустящей золотистой корочки и подают с соусами. Теперь такие листки теста вам не надо покупать, а можно самостоятельно, очень легко и просто сделать их дома. И если надо, достать их из холодильника и быстро приготовить что-нибудь вкусное. И для того, чтобы приготовить тесто для этих тонких листиков, мне понадобится 250 грамм муки, 140 миллилитров только что закипевшей воды, 1 столовая ложка растительного масла и пол чайной ложки соли. Приготовим тесто. В миску я просеиваю муку. В горячую воду высыпаю соль, перемешиваю, чтобы соль растворилась. И сразу же сюда вливаю масло. Тесто я буду замешивать ложкой, так как вода горячая. Вливаю воду в муку и сразу же замешиваю. И теперь буду замешивать тесто рукой. Главное аккуратно, чтобы не обжечься, так как вода горячая. Тесто должно получиться достаточно мягким, не слишком плотным. Посмотрите, в итоге я собрала тесто в ком, и видите, какое оно получилось мягкое. Сейчас тесто немного домешу на столе. Вымешиваю тесто примерно в течение 5 минут. И тесто как раз остынет, не будет горячим. Посмотрите, в итоге какое тесто у меня получилось. Очень нежное, мягкое. Сейчас тесто я округляю и отправляю в пакет. Надо, чтобы тесто отдохнуло и полежало примерно минут 20. Тесто у меня полежало и отдохнуло. Достаем его из пакета. Посмотрите, какое оно стало еще более нежное, мягкое. Сейчас тесто раскатываем в валик и делим примерно на 10 частей одинаковых. Всего у меня получится 10 вот таких вот листов для роллов. Делю тесто пополам и затем каждую часть еще делю на 5 частей. Все кусочки теста я подкатываю в шар и немножечко вот так вот прижимаю. Делаю вот такие небольшие лепешки. Потом их легче будет раскатывать. Кусочки теста закрыла пищевой пленкой. Жарить лепешки будем на абсолютно сухой сковороде. Я включила ее уже разогреваться. Очень маленький огонь. Сковородка не должна быть сильно горячей. Умеренно горячий, тогда получатся именно те листы для роллов, которые мы хотим. Сейчас будем раскатывать лепешку. Я взяла кусочек теста, подпыляю немного стол мукой, сверху тоже немного муки. Раскатываю вот примерно до такого размера. Беру второй кусочек теста, точно так же его в муке немножечко обволакиваю и раскатываю такую же небольшую лепешку, как я раскатала перед этим. Примерно такого же диаметра. Посмотрите, у меня получилось вот такие 2 лепешки. Теперь берем масло, смазываем хорошо лепешку маслом. Вторую лепешку также я смазываю маслом. Сверху на лепешку посыпаю немного муки. Вот таким образом. И закрываю первую лепешку второй, именно той стороной, которую мы смазали маслом. Вот так вот поворачиваю. Расправляю лепешку, чтобы со всех сторон было ровно.
подпыляю мукой и начинаю раскатывать. Периодически переворачиваем. Чтобы лепешки со всех сторон раскатывались равномерно. Раскатываем лепешку достаточно тонко. Кстати, форму вы можете придавать не обязательно круглую, можно более такую квадратную, смотря что вы хотите потом добиться и сделать из этих листов, которые вы готовите. Может быть, это и разный размер, и они могут быть и большие, и маленькие, и круглые, и квадратные. То есть выбирайте то, что вам нужно готовить из этого теста. Я сейчас раскатываю тонкие круглые лепешки, которые потом я еще буду обрезать и делать прямоугольной формы листы. Поэтому даже в принципе можно делать более такой квадратной формы, тогда легче будет обрезать. Раскатываем до толщины буквально 1 миллиметр. То есть достаточно тонко. Я раскатала тесто достаточно тонко. Диаметр у меня где-то получился лепешки 24 сантиметра. Посмотрите, какое тонкое тесто. И сейчас будем обжаривать лепешку, но на очень маленьком огне. Выкладываю лепешку на сковородку. Если вы чувствуете, что сковородка слишком сильно накалилась, значит уберите ее пока с огня, а потом опять поставьте. Сейчас смотрим за тестом. Готовится лепешка просто молниеносно, буквально несколько секунд с каждой стороны. Посмотрите, тесто начинает становиться прозрачным. Нам лепешку не надо обжаривать, ее надо просто слегка как бы проготовить. Буквально несколько секунд. Переворачиваю на другую сторону. Видите, лепешка абсолютно белая осталась, но тесто как бы уже немного проготовилось. Буквально еще несколько секунд с этой стороны. Видите, лепешка абсолютно прозрачная. И снимаю лепешку со сковородки. Сковородку я, кстати, сейчас сняла с огня, чтобы она у меня слишком не нагревалась. Посмотрите, лепешка у меня сейчас даже просвечивается. Вы должны видеть мои пальцы, видите? И что я сейчас делаю? Вот видите, здесь очень легко. Можно вот так вот поддеть и лепешку разъединить. Аккуратненько ее разъединяем на две части. Вы видите, что у меня получилось? У меня получилось 2 листа для наших роллов, из которых можно готовить все, что вы захотите. Очень тонкие, красивые, и они абсолютно не слипаются. Очень такие мягкие, гибкие. Их можно класть друг на друга, они у вас не слипнутся. Самое главное, что после того, как они уже остыли, их надо обязательно закрыть пищевой пленкой или положить в герметичный пакет, чтобы они не заветривались. И теперь можно придать им форму, то есть обрезать их так, как вам нравится. Это могут быть квадраты или можно оставить именно такими круглыми лепешками. Я сейчас вот обрежу. Возьму нож для пиццы и просто обрезаю, делаю лепешку квадратной. Вот таким образом у меня получается вот такая квадратная лепешка. Итак, я буду готовить все листы. Посмотрите, листики я выложила на тарелку прямо друг на друга. Не боимся, ничего не слипнется. И закрываю пищевой пленкой, чтобы листы не заветривались. Хорошо плотно закрываем, чтобы не было никаких щелей. Посмотрите, у меня уже готова и следующая лепешка. Сейчас ее разъединим. Хочу вам показать, как это все легко делается. Вы видите? Очень просто.
И получаются просто такие замечательные тоненькие листики. Как я уже сказала, либо оставляем их круглыми, либо обрезаем и делаем квадраты, как вам больше нравится. Такие листки теста можно хранить несколько месяцев в морозилке или 3-4 дня просто в холодильнике в герметичной упаковке. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями, подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!